Всем огромный привет, с вами Ксения Калм. Я имею опыт в архитектуре, дизайне, в композиции, а также опыт просто человека, который жил в нескольких квартирах. Поэтому сегодня я поделюсь простыми способами, которые позволяют сделать наш дом уютнее, комфортнее и чтобы жить в нем было счастливее. А еще будут конкретные примеры, какие растения больше подходят для дома, какую литературу можно почитать. Тем временем я передвинулась к реквизитам, которые сегодня буду показывать. А первые два пункта звучат, конечно, похоже, но имеют совершенно разный смысл. Первый пункт — это глобальная чистота. Даже если прибираться каждый день или, например, раз в неделю мыть полы, протирать пыль, то все равно скелеты в нашем шкафу так и будут лежать. Под скелетами в шкафу я имею в виду старую одежду, обувь, которая хранится из сезона в сезон, из года в год, и каждый раз вы думаете, что пригодится, кому-нибудь отдам, или может быть когда-то нужна будет. Как я прочитала в одной книге, когда вещь лежит, ей не пользуются, то она просто не живет. И это не только про одежду, это, например, про сломанную технику, пылесос, увлажнитель воздуха лежит у нас из года в год с мыслями о том, что мы его починим, что-нибудь придумаем, а в итоге у нас уже новый пылесос, новый увлажнитель воздуха, а эта вещь так просто и лежит. Не делайте так со своими вещами, дарите им новую жизнь, передавайте их кому-то. Второе, перетекает плавно из первого пункта, это уже микрочистота, либо, проще говоря, устранение визуального шума. И здесь я хочу посоветовать вам прекрасную книгу Кон-Мари «Магическая уборка». Я ее читала где-то 2 года назад, поэтому точных фраз не помню, но суть этой книги в том, что она по полочкам раскладывает ваше отношение к тому, как нужно следить за чистотой дома, как все организовывать, как лучше складывать одежду, как сделать так, чтобы в вашем доме постоянно была чистота, а вы не убирались изо дня в день, потому что только вы уберетесь в одном месте, уже бардак в другом месте и так по кругу. Эта книга как-то полностью очищает ваш разум в первую очередь, а во вторую очередь мотивирует все-таки к уборку и к некоторому минимализму. Избавиться от визуального шума помогают 2 основных вещи. Первое — это сразу же ставить вещь на место. Казалось бы, положу сюда, быстренько потом вечером уберу, потом еще одну вещь, еще одну, а потом вы берете вот этот скоп и полчаса раскладываете. Поэтому каждый раз старайтесь сразу же на место класть свою вещь. И, кстати, именно в той книге одна из основных мыслей — это то, что у каждой вещи в доме должно быть свое место. Эта вещь только здесь, украшение только здесь. И тогда вы 100% будете класть ее на место. А когда вещь на месте, то и не создается вот этого ежедневного беспорядка. Ну а теперь, когда дом очищен, мы приступаем к самому главному — это заполнение чистого дома важными для нас вещами. Один из моих самых любимых пунктов — это цветы и растения. Во-первых, это домашние жители, которые находятся у нас постоянно. И здесь я отдаю предпочтение именно тем растениям, которые очищают воздух. Я считаю, это один из главных пунктов для домашних растений. У меня здесь хлорофитумы, они прекрасно очищают воздух. Это вот тут такой совсем малышка. Также есть побольше, и всего у меня их дома где-то 4, по-моему. Я люблю ставить хлорофитумы по бокам кровати, чтобы у каждого из нас был очищенный воздух, пока мы спим, потому что дома, согласитесь, большую часть времени мы проводим в кровати, пока спим, потому что в течение дня все-таки работа, магазины, еще какие-то дела. Именно когда мы спим, нам особенно нужен очищенный воздух. Помимо хлорофитума отлично очищают воздух драцена, фикус бенджамина, традесканция и другие. Кстати, хочу сказать про традесканцию. Ее очень хорошо размещать где-то на кухне или в кабинете, там, где много электрических приборов, потому что она нейтрализует электромагнитное излучение, и не каждое растение может этим похвастаться. Здесь же я хочу упомянуть про свежие цветы. Ничто так не поднимает настроение, как смотреть на свежие цветочки, которые стоят у тебя на кухне, на рабочем столе, и просто они дарят будто новую жизнь вашему дому. Мои самые любимые цветы — это те, которые являются долгожителями. Поэтому одни из самых долгих цветов, которые живут дольше всего, это, во-первых, хризантемы. Один раз она у меня простояла, кажется, больше месяца. Это просто максимум. Также достаточно долго стоят лизиантусы, гвоздики, лилии, и еще парочку я подпишу на экране. Еще важный момент при выборе цветов — это обращать внимание на то, токсичны ли они для ваших домашних животных. Если это так, то лучше либо совсем отказаться от этого растения, либо ставить его туда, где ваша кошка точно не залезет. Например, я так поступаю с некоторыми цветами. Я приучила ноксика так, что, например, вот на эту столешницу она 100% никогда не запрыгивает, и я могу туда что-то поставить со спокойной душой. Еще один вариант домашних цветов, которые стоят очень и очень долго, это сухоцветы. У меня здесь 2 варианта. Первый — это гипсофила. Многие ее видели, она выглядит красиво. Боюсь их разъединять, иначе сломается. Продается во всех цветочных магазинах. Сначала она свежая, имеет такой небольшой аромат, а дальше вот так красиво высыхает. И второй мой сухоцвет — это колосья, которые привезла мне
мне из деревни подружка. Поэтому они имеют особое настроение, так как, вот знаете, моя подружка брала, собирала, а потом мне привезла. И вот у меня уже года 2, наверное, они стоят, если не 3. Ноксик пришла на звуки сухоцветов, да, иди сюда. Какая ты пушистая, какая ты мягкая. Следующее пространство я вынесла отдельным блоком, это кухня. На кухне мы проводим много времени, мне кажется, второе место после спальни, поэтому здесь стоит уделить особое внимание. Во-первых, сервируйте стол, даже когда вы не ждете гостей, даже когда вы делаете это не для кого-то, делайте это для себя и для своего дома. Поставьте вазу с цветами, например, сухоцвет из лаванды, также тарелку с фруктами, либо ягодами, орехами. Кстати, это не только красиво, но и полезно. Каждый день вы будете чуть-чуть кушать орехи и получать нужные витамины. Можно поставить свечу аккуратно, красивый стакан для воды, чтобы ваша рука лишний раз потянулась попить водички. Классный вариант — это объединять всю данную композицию на подносе, тогда она смотрится максимально гармонично и целостно. Еще один важный момент на кухне касается моющих средств, какой-то химии. Это не храните их в тех бутыльках, в которых они продаются, особенно если они стоят на виду, а точнее говоря, в первую очередь. Перелейте их в красивые дозаторы, например, у меня деревянный, он уже такой старенький, но в то же время сочетается с нашей кухней. Либо вот такие вот, они самые недорогие, буквально 50 рублей, мне кажется, я покупала. Но когда мы сюда переливаем моющие средства, оно сразу же убирает, во-первых, визуальный шум, во-вторых, просто, ну скажите же, так красивее, чем в той упаковке, где написано «выгодная цена», «очищает любые пятна» и так далее. Еще одна вещь — это хранение круп, чая, я не знаю, сахара, соли в специальных емкостях. Они могут быть одинаковые, например, стеклянные и прозрачные, где вы делаете минималистичную подпись, либо вообще без подписи, потому что емкость прозрачная и сразу же видно, что там. Это не только красиво, но и удобно и занимает меньше места в шкафу. Следующая вещь может полностью изменить вид вашего дома в кратчайшие сроки. И здесь я говорю про ароматы. Огромное значение стоит придать ароматам, если ранее вы об этом не задумывались. Одна из самых простых вещей, которые мы можем завести у себя дома, это опять-таки растения, например, лимон. Лимон не только плодоносит, но когда он цветет, он испускает просто волшебный, обворожительный цитрусовый аромат. Поэтому попробуйте, если вы всегда хотели иметь вот такой вот классный аромат, и при этом еще и польза, и при этом еще и плодоносит. Для создания ароматов подойдут также саше, повесить просто в гардеробную, где-то в свой шкаф. Свежее, чистое постельное белье. Это мой любимый аромат, самый любимый аромат для дома. Мне достаточно постирать белье и окунуться в него головой. И еще одна вещь для создания аромата — это увлажнитель воздуха с функцией добавлять аромамасла. Это не только создает аромат, также это просто красиво, полезно, потому что увлажняет воздух, и в целом можно проводить какие-то лечебные вечера в зависимости от того, какое масло вы добавляете. Моя любимая вещь для создания аромата и уюта дома — это, конечно же, свечи. Некоторые пахнут даже без зажигания, например, вот это с ароматом ванили. На лето она, конечно, не максимально подходит, но, например, на холодное время года, на такое уютное время года прекрасно. И при том, при помощи свечей можно подстраиваться под аромат года. Как я говорю, сладковатые какие-то, такие с корицей на осень, более свежие, с базиликом, я не знаю, лаймом, лимоном на весну, лето. Кстати, недавно я делала заказ для дома, включая свечу с ароматом базилика. В последнее время я просто обожаю такой запах, поэтому я не удержалась. Но когда я оформляла заказ, я столкнулась с проблемой, что в моем браузере не проходит оплата. Я уже запереживала, в чем же дело, почему такое происходит, но оказалось, что в иностранных браузерах перестает работать оплата. Поэтому я буквально за пару минут переехала со своего прошлого браузера на новый, сохранив при этом все пароли и данные. Чтобы вы не столкнулись с такой же проблемой при оплате, можете уже прямо сейчас, так же как и я, установить Яндекс.Браузер. Тем более это очень просто. Во-первых, нужно скачать Яндекс.Браузер на компьютер. Далее открыть файл и нажать «Установить». При установке вам предложат перенести данные из вашего прошлого браузера. Далее нажимаете «Перенести данные» и все. После этого я со спокойной душой оплатила заказ. И, кстати, как только ко мне приедет заказ, я обязательно с вами им поделюсь. Поэтому подписывайтесь в мой Telegram, обзор покупок будет именно там. Следующий шаг — заполните вашу комнату уютными вещами. Да, звучит обобщенно, но согласитесь, у каждого из нас разные вкусы, разные предпочтения, поэтому вещи могут быть совершенно разными. Можно выбрать постер. У меня, например, два. Один минималистичный с мотивационной подписью «If you can dream it, you can do it». И второй с такой абстрактной, можно сказать,
картиной. В качестве декора можно также выбрать книги. Если у вас их много, то не расставляйте их скучно, например, одним вот таким столбцом в одном месте. Нет, можете разложить их в 2-3 места, сделать красивые акценты. Либо книги, которые вы, например, не читаете, которые в целом некрасивые и не сочетаются с вашей комнатой, просто уберите в ящик, чтобы их не было видно. Некоторые книги могут быть для кого-то некрасивые, но они будут красивы для вас. Например, книги из поездок в другие города, в другие страны. Для меня это книга о Майяре, которую я привезла из Питера. Казалось бы, она такая синяя, может быть, даже не вписывается в мою квартиру, но я люблю ее ставить именно на видном месте, потому что мне нравится и иллюстрация, и воспоминания о ней. Я думаю, что красивый элемент декора получается. В качестве декора можно выбрать что-то из вашего хобби, либо, например, красивый подсвечник, колокольчик для тушения свечи. Все это красиво, грамотно разложить, подумав, как это лучше сочетается между собой. Можно выбрать интересные вазы, либо сделать самим на каком-нибудь курсе по лепке. У меня есть вот такая, она достаточно популярная, из H&M, но посмотрите, она может хорошо стоять даже без какого-либо цветка. Кстати, у меня здесь хлопок, но он фиолетовый, потому что крашеный. Интересные вазы, книги, мелкие аксессуары, и это уже создает впечатление в вашей комнате, создает уют. И отдельный для меня плюс — это то, что все эти вещи приносят пользу. Книги, вазы, все это используется, подсвечники, они просто являются вот чисто элементом декора и все. Например, даже тот же самый постер, если вы выбираете его осознанно, если вы хотите смотреть на эту надпись каждый день и вдохновляться, либо смотреть на работу какого-то классного художника, опять-таки вдохновляться, радуется ваш глаз, радуется ваша голова, и у вас совершенно другие эмоции в таком помещении. Следующее, что нужно для создания уюта, это освещение. Освещение естественное и искусственное. Если с естественным все понятно, ну, кстати говоря, когда мы только сюда переехали, здесь не было ни занавесок, ни штор, только жалюзи. Я подумала, как-то странно, как-то вроде неуютно, но оказалось, что это, наоборот, создает больше света дома, больше воздуха и чистоты. Поэтому, возможно, стоит иногда сменить свой взгляд, попробовать что-то новое и, может быть, совершенно убрать занавески. Это подойдет не во все интерьеры, но в минимализм, скандинавский стиль можно попробовать. Искусственное освещение — прекрасный создатель уюта, в идеале, когда в вашей комнате есть несколько сценариев освещения. Это может быть верхний свет, настольная лампа, либо, например, торшер. Уют можно создать при помощи гирлянд, особенно в то время, когда наш световой день достаточно короткий, и придать больше света дома можно просто включив гирлянду. Следующий шаг — это многослойность. Многослойность актуальна не только в одежде, в создании стильных образов, но и в создании стильного, уютного дома. Особенно актуально это в зоне отдыха, в зоне дивана, кровати, кресла. Даже если вы придерживаетесь минимализма, как и я, то можно выбрать, например, плед в тон вашего кресла, либо чуть-чуть отличный от тона вашего кресла, аккуратненько его сложить, либо наоборот кинуть вот такой драпировкой, и он уже создает максимум уюта. Очень яркий пример — это использование декоративных подушек. Их можно класть и на диван, и на кровать. Но, например, я не очень это люблю, потому что для меня подушки — это сразу же такой пылесборник, а я люблю, когда в доме минимум пыли и минимум усилий я прикладываю для этого. Если у вас есть кресло, то вы просто везунчик, потому что у кресла можно поставить столик для кофе, для книг, и это сразу же такая, знаете, даже целая самостоятельная композиция, которая создает отдельную ячейку в вашей квартире, такой уютный уголок. Двигаемся дальше. Следующий пункт — это сделайте что-то своими руками и поставьте это в комнате. Во-первых, так как вы будете делать это сами, то это 100% будет отражать вас, а во-вторых, вы можете это сделать уникальным и таким, что точно подходит вашей квартире. Можно взять старую полку для книг, старый столик и разукрасить, разрисовать конкретно под себя. Может быть, как-то интересно, может быть, минималистично. И, кстати говоря, даже в минималистичном интерьере какие-то яркие акцентные вещи классно смотрятся. То есть, например, у вас полный минимализм, а столик выделяется, но он выделяется приятно. Еще можно сделать мудборд, вырезать его из сохраненных картинок из интернета, например, какие-то ваши мечты, ваши желания, либо просто собрать эстетичный мудборд из того, что вам нравится. Это может быть визуал того, как вы хотите одеваться, чтобы это каждый день было для вас вдохновением. И опять-таки это не только красиво, но и полезно. По скрипту я часто произношу слово вдохновение, вдохновление. Этот шаг очень важный для интерьера, но многие на него закрывают глаза. Я говорю про домашнюю одежду, про тапочки. Но восприятие вашего интерьера, конечно же, влияете вы сами и то, как вы выглядите. Поэтому выбирайте
комфортную одежду, в то же время красивую, может быть какую-то базовую, может быть наоборот яркую. Очень часто мы дома носим что-то растянутое, что-то такое, в чем уже, например, не хочется выходить на улицу, и мы такие: ладно, дома поносим. Я очень долго сама на это не решалась, жалела деньги, время, но в один момент я сначала начала с бюджетных вещей, далее я уже начала выбирать вещи немного качественнее, красивее. Например, у меня вот такая рубашка, она из тенсела, такого мягкого, приятного к телу материала, и при этом не толстая и не слишком тонкая. Так как я дома нахожусь много времени, то поняла, что домашняя одежда играет огромную роль, и не стоит на это закрывать глаза, когда вы думаете о том, как же создать уютный интерьер. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным, вы подчеркнули для себя что-то новое. Буду рада вашей поддержке в виде пальца вверх, а еще, чтобы не пропускать мои новые видео, ставьте внизу колокольчик, тогда вам точно придет уведомление. Ну а я с вами прощаюсь и до встречи в новом видео. Пока-пока!